что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Нечто подобное длани Господней, парящей над миром. По крайней мере, истина то, что человек не властен даже над своей волей. Приветствую, господа, в заключительной части серии роликов про прохождение всех Dark Souls билдом Гриффита. И сейчас мы выясним, насколько же хорош билд Гриффита в последней части творения господина Миядзаки. Dark Souls 3. О да, наконец-то нормальный редактор персонажа. Минут 20 я просидел, вылепливая Гриффита, и вот что-то такое у меня получилось по итогу. Конечно, жаль, что нельзя сделать нормальный белый цвет для волос, но все же, что есть, то есть. В качестве класса я взял наемника из-за его высокой ловкости, а в качестве дара я взял черные бомбы. Просыпаемся на кладбище и пробегаем стартовую локу, не забывая, конечно, убить гигантскую кристальную ящерку. Быстренько разбираемся с Гундиром и идем в храм огня, где мы встречаем лучшую девочку этого аниме. Тут я, проявив все свои навыки паркура, забрался по дереву на самый верх храма огня, где я забрал мерцающий титанит, осколок фляги, а также обменял черную бомбу на кусок титанита и забрал кольцо серебряного змея. В этой части я решил исправить свои прошлые ошибки и использовать саблю. Сейчас мы можем позволить себе только скимитар. Он продается у бабульки за 600 душ, и это наше первое оружие. Что касается первой брони, к сожалению, пока что придется потерпеть. В храме огня больше делать нечего, а поэтому я отправился к высокой стене Лотрика. На этой локации я насобирал всякого мусора, который может нам пригодиться, а именно камни для заточки, золотая смазка, еще один осколок фляги и еще один кусок титанита. Далее я забрал у бабульки флаг и быстренько разобрался с вордом, а затем я отправился в поселение нежити. Но для начала я качнул скимитар на +1. Все, ну вот теперь точно можно идти в поселение нежити. Тут я спас Йоэля из Лондора, так как он нужен нам для концовки, а далее я пошел аккуратненько зачищать локацию и собирать всякий хлам. Еще один осколок фляги и кучу титанита, а также необходимо убить ящерку ради острого самоцвета и забрать осколок кости для апа фляги. Дальше я отправился в другую сторону. Тут я встретил всеми любимого Сигварда из Катарины, а.к.а. Базусо. Иди нахуй. На будущее заключил мир с гигантом, чтобы он помогал в цитадели Фарона, и помог Фигмайору разобраться с демоном. Тут же я забрал довольно полезное кольцо Кларантии. После того, как вся локация запылесошена, можно и разобраться с деревом. Ну, тут ничего интересного, я просто по-быстрому разобрался с ним, залутал транспозиционную печь, и теперь можно превратить душу Уорда в левый глаз понтифика. Отправляемся на путь жертв. И тут я встретил Анри из Асторы, и для получения нужной нам концовки необходимо продвигать ее квест. Дальше просто пылесосим всю локацию и идем за знатоком кристальных чар. Босс довольно легкий, но, конечно же, это не помешало мне один раз ему сфидить. На вторую попытку я все-таки его одолел, и далее я забрал первую броню. Это сет глашатая. В принципе похоже, но все-таки стоит заменить стандартные поножи и наручи на латные варианты, но пока что побегаем так. Далее я отправился в храм глубин. Тут мы наконец-то можем получить новую и последнюю пушку. Для начала нужно поговорить с Гайлем и отправиться в DLC. На будущее сразу зажег костер. Теперь нужно спуститься вниз, а для этого надо ударить по мосту, для того, чтобы он разрушился. Аккуратно спускаемся вниз и забираем саблю преследователя. Стильная и красивая сабля, почти один в один, как в Берсерке. А также у нее приятный и элегантный мувсет. Теперь можно дальше двигаться по сюжету. Ах да, не забываем качнуть ее на весь имеющийся у нас титанит. У меня это +2. Кстати, в храме огня появилась некая Сирис из бессолнечных земель. Ее шмотки можно использовать вместо сета глашата, если по каким-то причинам он вам не нравится. Но я на всякий случай убил ее. И тут я, кстати, обнаружил, что у этой сабли довольно знакомая анимация спецатаки.
пока мы в Храме Огня, нужно продвинуть квест Йоэля. 5 раз апнуть у него уровень, умирать можно прямо тут же в Храме Огня. После получения 5 бесплатных уровней, Йоэль умрет, и здесь появится Юрия из Лондора. У нее я купил колечко, которое скрывает форму полого. Все это необходимо сделать до того, как вы попадете в катакомбы Картуса. Иначе Йоэль умрет, а Юрия просто не появится. Соответственно, путь к концовке нам будет закрыт. Ну ладно, возвращаемся в Храм Глубин. Сам же храм проходится обычным образом. Я убил всех гигантов, забрал кучу больших осколков титанита, а затем пошел наверх, где я опять повелся на развод лоскутика. Правда, он очень расстроился, когда узнал, что гигантов-то больше нету. Возвращаемся обратно наверх и покупаем у него сет Сигварда. А затем этот же сет скидываем в колодец в самом начале локации. И все это для того, чтобы дальше продвинуть квест Сигварда. И в конце получить кусок титанита. Теперь можно разобраться с дьяконами и отправляться дальше, в болото. Но для начала я поменял штаны и перчатки сета Глашатая на штаны и перчатки сета Сирис, а также прокачал по максимуму фласку на все осколки фляги, что у меня были. А затем я вернулся на путь жертв, где забрал уголь Фарона. И с его помощью я заточил пушку на остроту. А еще, для максимальной аутентичности, я забрал бихелит. Вот теперь можно двигаться дальше в цитадель Фарона. Тут я снова запылесосил всю локацию на предмет титанита, так как наша пушка до сих пор +2. А еще я нашел оружие Гатса. Не знаю, зачем оно нам, ну ладно. Тут же неподалеку я открыл костер и поднялся по рядом стоящей лестнице наверх, где убил бродячего демона, чтобы в будущем сделать из его души кольцо Хавала. А также забрал пепел мечтателя, для того чтобы титанита ну уж точно хватило. А теперь мы тушим все огни и, открыв еще один костер далее, идем сражаться с хранителями бездны. Хороший, интересный босс-файт. Идем в катакомбы. В этой локации необходимо дальше продвинуть квест Анри. Для этого я спустился вниз по сломанному мосту и убил Горация. Иди нахуй отсюда. Здесь же я собрал кучу больших осколков титанита, а затем вернулся к Анри и сказал, что я не знаю, где Гораций. Следом я вернулся в Храм Огня и прокачал пушку на весь титанит, что у меня был. Кстати, за счет обломка, что я получил в самом начале за черную бомбу, саблю удалось прокачать на +7. А далее я вернулся обратно в катакомбы, где разобрался с Валиром. Ничего интересного, необходимо просто сломать его кольца. Ну а далее я отправился в Иритил. Вопрос. Как называется эта песня? Здесь, буквально в самом начале, я получил последнее важное кольцо для нашего билда. Правый глаз понтифика. Стандартным образом, проходя локацию, я дошел до церкви Йоршки, где снова повстречал Анри и продвинул ее квест. А еще я заменил старые перчатки на перчатки огненной ведьмы, а штаны на поножи рыцаря понтифика. На будущее я сразу открыл костер, ведущий в подземелье, а чуть дальше продвинул квест Сигварда. Ну а сейчас нам предстоит сразиться с понтификом Салливаном. Хорошая и интересная битва.
Но перед тем, как идти в Анор-Лонда, нужно вернуться в Храм Огня и поговорить с Юрией, для того, чтобы продвинуть концовку. Затем, по пути в сам Анор-Лонда, за иллюзорной статуей Гвина, обнаруживаем мертвую Анри, с которой я заключил своеобразный брак. Все, теперь нам доступна необходимая концовка. Осталось только пройти игру. А вот теперь уже можно полноценно отправляться в Анор-Лонда. Тут я выформил сет Серебряных Рыцарей, но я вам этого не покажу, так как софт NVIDIA решил записать вот это вместо игры. Сука, хочется прям взять и... Сука. Да, в качестве брони я снова буду использовать сет Серебряных Рыцарей. Лично мне он кажется более полноценным, что ли, в сравнении с тем же сетом Глашатая и другой броней в игре, не считая одного сета, о котором чуть позже. Вот теперь можно убить Олдрика. Довольно несложный босс, единственное, что раздражает, это залп стрел, а так, в основном мы просто вливаем урон ему в хвост и все. Забираем его пепел и отправляемся в следующую локацию. Да, подземелье Ретила не самая приятная локация. Затерпев тюремщиков, крыс и 3 мимиков, я добрался до оскверненной столицы, где нашел очередной осколок фляги, а также спас Сигурда из заточения, за что получил так нужный мне кусок титанита. Теперь можно отобрать последний пепел у Йорма. И я решил запиздиться с ним без Повелителя Бурь. И это было довольно легко, ведь Сигвард вливает весь основной урон, а я просто без остановки хуярю его в спину. Получаем последний пепел Повелителя, и кат-сцена телепортирует нас обратно в Лотрик, где мы уже запиздимся с танцовщицей из Холодной долины. И я, если честно, ожидал, что она будет гораздо сложнее, но она даже не сопротивлялась и улетела буквально за 1 минуту. Дальше я двинул в сад Снедаемого Короля. Тут я забрал еще один осколок фляги, насобирал кучу обломков титанита и благодаря этому качнул пушку на +8. А затем вернулся и убил Ацейроса. Геймплейно ничего интересного. Отлетел он с первого трая, не вызывая в целом никаких проблем. А интересное у него прячется в файлах игры. Проходим дальше и забираем жест, который нам скоро пригодится. Рассеиваем иллюзорную стену и попадаем в заброшенные могилы. Я разобрался с молодым Гундиром, хоть это было и непросто. Одолел я его с первой попытки. А затем я забрал в Храме Огня фрагмент Витого Меча. Далее же я отправился в Драконий Пик при помощи ранее найденного жеста. Убил тут Виверну, конечно же со 2-го трая, потому что в 1-й трай я упал, блядь. Словив затуп на полчаса, я все же вспомнил, куда идти, и тут я встретил настоящего Рикардо Милоса. К сожалению, его пришлось убить. Ну а дальше нас ждет битва с безымянным королем. Босс, конечно, ебейший. Отлетел он где-то с 5-го трая. После этого я забрал пепел и прокачал саблю до +10. Что мне мешало сделать это раньше, я не знаю. Отправляемся дальше по сюжету.
А вот и замок Лотрик. Тут ко мне сразу же вторгся молодой человек и поплатился за это. Пару раз получив пизды и разобравшись с драконами, я открыл шорткат и запиздился с доспехами драконоборца. С ним, конечно, интересно драться, но не более. Умер он с первого трая. Кстати, охуенное расположение костров. Дальше у нас великий архив. Тут я минут 10 тупил и не мог найти нужную дорогу, но все же я вспомнил, куда идти. Бля, как же меня тут трахали местные маги и карлики. Терпим, карлики. Кто терпит, тот выживает. А далее меня поджидали трое NPC, которые хуй знает, что вообще от меня хотят, и я что-то не особо понял, почему именно магичка меня парирует. Не катанчик, не DS2 Enjoyer, а именно магичка. В общем, я разобрался с ними, открыл шорткат и пошел убивать Лотрика. Да, один инвалид, второй фембой. Ну а впрочем, это не мешает боссу быть интересным. Во второй фазе Лотрик начинает немного душить своей магией, а так в целом было не особо сложно. Ну что, возвращаемся в храм огня, кладем пепла повелителей на свои троны и отправляемся в горнило первого пламени разбираться с финальным боссом этой игры. Ну вот и все. Игра пройдена. В этой части Гриффит смог исполнить свою мечту и стал темным повелителем. Что, думали на этом все? Не, у нас еще 2 DLC. Возвращаемся в первый DLC, прямо в часовню Фариды. Опять ломаем мост, спускаемся уже в самый низ. Тут находится первый и наискучнейший босс этого DLC. Это NPC, и после того, как вы снимете ему половину хп, появляется волк. Ничего сложного или интересного в нем нет. Убиваем его и просто идем дальше. Убиваем дерево, из-за чего к нам спускается лестница, и забираемся по ней. Тут же, кстати, лежит кусок титанита на случай, если вы скипнули квест Сигварда. Дальше я опять потупил минут 5, но все же нашел, куда идти. И тут я встретил сэра Вильгельма, которому я надавал защику, после чего надавали защику уже мне. Далее я прошел всю локацию и открыл дверь к босс-файту с Фридой, куда я и пошел. Пиздец, она сложная. Вот вроде бы убивал ее кучу раз, но каждый раз как первый. Одолеть я ее смог только с 7-й попытки. Ну а теперь сразу же отправляемся в следующее DLC.
это DLC встретило меня ангелом, который хуярит вас лазером, где бы вы ни были. Его вроде можно как-то убить, но я без понятия как, поэтому пришлось терпеть. Тут же меня, кстати, отхлестала пиромантша. Прямо как король Мидланда. Спустя полчаса попыток пройти локацию, сквозь слезы я все-таки добрался до костра и спрыгнул в пропасть, где нам предстоит сразиться с 2 демонами. И на удивление, это довольно просто. Второй демон даже не пытается вам мешать. Иногда, конечно, прилетает в ебучку, но редко. А в финальной фазе он просто впитывает урон. Единственная трудность — это его фаерболы, поэтому все-таки надо быть осторожным. Я справился с первой попытки. Мы, кстати, прямо сейчас находимся в развалинах Храма Огня из первой части. Короче, поднимаем баннер, и по классике крылатые демоны переносят нас, но не в Анор-Лондо, а в город за стеной. Здесь я раз 5 сдох от лучников, пока не заметил, что тут можно спрыгнуть вниз. А следом меня встретил жук, который чуть, блять, не довел меня до инфаркта. Хотя это далеко не первое мое прохождение. А затем я просто пошел проходить локацию. Тут же я встретил еще раз доспехи драконоборца. Хуй знает, что он тут забыл, но с него дропнулся сет, похожий на доспехи берсерка. Немного покосплеевгаться, я пошел дальше. И я, сука, заблудился. 10 минут я не мог вспомнить, где тут костер. Но, к счастью, я нашел его. И я снова поймал затуп и снова 20 минут просто шлялся, пытаясь понять, куда нужно идти. Хвала богам, я все-таки нашел нужную дорогу, прошел это странное помещение и за кадром разобрался с Мидир. А тут гений Миядзаки решил сделать иллюзорную стену, за иллюзорной стеной, за иллюзорной стеной. Далее я открыл шорткат к самому первому костру локации, а на статуе Гвина забрал кольцо Кларантии на +3. Следом я сразился с копьем у церкви. Это PvP босс, и, разумеется, одолел я его только с 3-го драя. После этого я потрогал женщину, из-за чего во всем мире наступил полный пиздец. И теперь нам предстоит сразиться с настоящим финальным боссом этой игры. Босс шикарный. Атаки легко читаются, арена просто охуительная. Он не дэшится от вас каждые 5 секунд и не заставляет бегать за ним. 10 из 10. Вот это я понимаю, финальный босс. Ах да, остался же еще Мидир. Честно, это первый раз, когда я в принципе с ним сразился. И я разочарован. Я ожидал чего-то большего. А это просто драконы из Elden Ring. Возможно, на момент релиза это был пиздец какой уникальный и охуенный босс. Но я не могу объективно его оценить через призму всех пройденных сосаликов From Software. И не только. Умер он где-то с 10-го трая. И то только потому, что у него куча хп, наверное. Все боссы побеждены. Нам остается только отдать темную душу художнице. И на этом все. Игра пройдена, DLC пройдены. Предыдущие свои ошибки я постарался исправить в этом прохождении. А на этом все. Пока.